Уважаемые товарищи, уважаемый Александр Васильевич, вчера мы отмечали День защитника Отечества. Поздравляли ветеранов и наших бойцов, которые сейчас сражаются за Родину. В этом едином, сплоченном боевом строю и личный состав сотрудники Федеральной службы безопасности. ФСБ вносит в обеспечение суверенитета России, в защиту безопасности наших граждан важнейший, значимый вклад. В прошедшем 2026 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи. При нейтрализации внутренних и внешних угроз действовали профессионально и оперативно. Хочу поблагодарить сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ФСБ за службу России, высокую самоотдачу, за личное мужество. Особо отмечу тех, кто непосредственно участвует в специальной военной операции. Это пограничники, бойцы спецназа, военные контрразведчики, всех коллег, оперативников, которые решают по линии наших исторических и приграничных регионов в Донбассе и Новороссии важнейшие задачи по обеспечению безопасности России. За проявленную отвагу государственные награды в прошлом году получили более 2000 военнослужащих ФСБ. 4 удостоены звания Героя Российской Федерации. 1 посмертно. Я прошу почтить память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ФСБ, наших павших за Родину боевых товарищей, минуты молчания. Спасибо. Александр Васильевич, как всегда мы об этом говорим с вами. Я знаю, что вы этим занимаетесь. Семьям нужно уделить особое внимание. Уважаемые участники заседания, сегодня сложная международная обстановка, резкое обострение конфликтов в целом ряде регионов мира. Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации. Важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ведомства, его оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз, для надежной защиты национальных интересов и стабильного развития России. Прежде всего, следует активизировать борьбу с терроризмом. Динамика основных показателей в сфере антитеррора понятна и продиктована текущей оперативной обстановкой. Не удалось нанести стратегического поражения России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушения на представителей государственных и военных властей. Ну вот очередной пример вчера на Савеловском вокзале. Судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны. Но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего, да, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников Министерства внутренних дел. Скорее всего, вот мы с Александром Васильевичем сейчас обсуждали, он и не знал-то ничего. Вот это результат такого преступного, беспечного поведения. Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый турецкий поток и
голубой поток, никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке. Но об этом еще в закрытом режиме поговорим. Вот это вот та ситуация, о которой только что упоминал, не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется. Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Но вот ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют. Ладно, вернемся к текущей нашей работе. В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось. И большая часть из них, как и все последние годы, безусловно, дело рук украинских спецслужб и их зарубежных кураторов. При этом значительно возросло количество атак на российские инфраструктурные объекты, социальные и административные учреждения, жилые здания с использованием ракетных вооружений и беспилотных аппаратов разного типа. Для более оперативного и эффективного реагирования на подобные угрозы следует реализовывать комплекс мер дополнительных мероприятий, в том числе усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты. Такая работа должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета. В этом году ему исполняется, кстати, 20 лет. За это время НАК внес ключевой вклад в создание и развитие в нашей стране современной системы противодействия терроризму. Такая же энергичная, наступательная работа особенно востребована сегодня. Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим. Но в целом, как уже отметил, надо наращивать эффективность контртеррористической работы с акцентом на упреждающие действия, на системную профилактику в сфере антитеррора. Далее. Должно быть продолжено совершенствование системы управления органами безопасности в зоне специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, в приграничных районах. Они должны комплектоваться высокопрофессиональными, опытными сотрудниками, готовыми действовать в любой нестандартной, сложной, опасной обстановке. Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы. Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов, действовать в тесной координации с частями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также территориальными структурами и органами власти. Ответственная задача стоит перед подразделениями контрразведки. Речь идет об усилении работы в тыловых районах зоны СВО, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов. Особое внимание требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть уже заметные, понятные для всех, предъявленные уже, но и есть и другие разработки.
которые находятся в стадии реализации. Уважаемые коллеги, актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом. За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество. Нынешний год объявлен годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России. Особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную Думу, в другие органы власти. Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию. Нейтрализовать подобные угрозы – задача в том числе и вашего ведомства, ФСБ. Среди других приоритетов отмечу обеспечение экономической безопасности. В условиях жесткого санкционного давления важно продолжать работу по защите прав российского бизнеса, активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах. От этого во многом зависит эффективность проведения импортно-экспортных операций. В целом, конкурентоспособность нашей национальной юрисдикции и улучшение условий для инвестиций в Россию. Как и прежде, важная задача органов безопасности – это борьба с коррупцией. Следует выявлять факты нецелевого использования средств, выделяемых на гособоронзаказ и нацпроект, на реализацию масштабных федеральных и региональных программ. Отмечу также, что год от года статистика фиксирует значительное число преступлений в информационном пространстве, в том числе спланированных зарубежными спецслужбами кибердиверсий против нашей критически значимой инфраструктуры. В этой связи необходимо развивать и совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. В строгом соответствии с нормами закона важно и дальше обеспечивать безопасность информационного и цифрового пространства страны. Вместе с МВД, Минцифрой и другими профильными ведомствами внедрять новые средства противодействия киберпреступлениям с учетом стремительной динамики развития информационных технологий. Уважаемые участники коллегии, в своем вступительном слове назвал лишь часть основных направлений деятельности органов безопасности. Уверен, что вы и впредь будете на высоком уровне решать все поставленные задачи и во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб обеспечите надежную защиту страны от внутренних и внешних угроз. Очень рассчитываю на вас и желаю вам новых значимых результатов в работе. Спасибо большое.